My name is Ken Walsh, the commercial attaché with the U.S. Commercial Service in Moscow, with offices at the U.S. Embassy. Итак, меня зовут Кен Волш, я представляю американское посольство в Москве и являюсь коммерческим атташе в американском посольстве в России. And before I begin my presentation, I would like to thank the conference organizers for inviting me to speak this morning. И прежде чем я, собственно, начну свою речь, я хотела бы поблагодарить организаторов данного мероприятия за то, что меня сюда пригласили. In my presentation today, I will begin with a few words about trade relationship between the Russian Federation and the United States. Конечно, я не могу сказать в начале презентации об общих торговых контактах Америки и России. Discuss some areas of cooperation between Russia and American firms in the oil and gas sector. И, разумеется, мы будем обсуждать вопросы взаимодействия нефтегазового сектора между США и Россией. And provide some examples of where we can increase that cooperation. И, наверное, я приведу примеры того, где, собственно, мы можем усилить эту кооперацию и это сотрудничество. First, let me comment on the state of trade between our two countries. Итак, посмотрим на вот такие цифровые выражения товарооборота между нашими странами. As the information on the screen shows, the volume of imports into Russia from the United States over the last several years has increased. Тут видны цифры увеличивающиеся с каждым годом импорта американских товаров американского производства в Россию. In 2011, total imports were $8.3 billion, an increase of 38% over 2010. Мы считаем, что по сравнению с 2010 годом, в 2011 году, посмотрите, на 38, да, по-моему, процентов увеличился, значит, приток этих импорт из США. And in addition, long-term trends are very good. And we are looking for a very positive year this year, with trade possibly surpassing 2008 levels. Мы полагаем и надеемся, что в 2012 году мы все-таки превзойдем уровень импорта еще определенным образом. And the volume of trade between the United States and Russia, including all exports and imports, totaled nearly $43 billion in 2011. В 2011 году вот и показатели и по импорту, и по экспорту можете здесь видеть, что гораздо более серьезные и намного выросли. And this is an increase of $11 billion over 2010, or a 35% increase. В 2010 году мы оценивали такой прирост как 35%. And I provide this information to you to demonstrate the fact that the U.S. and Russia have become reliable trading partners and more integrated in terms of trade. Для чего я демонстрирую вам эти данные? Прежде всего для того, чтобы показать, что торговая кооперация между государствами действительно возрастает. This important trade relation is reflected in the words of Ambassador Michael McFaul. Господин посол Америки в России вот говорил такие слова в свое время. Пожалуйста, перед вами. He is very interested in continuing to build vibrant trade relations and removing obstacles that can hinder these efforts. Я скажу как переводчик, да, очень кратко, вы полную цитату можете видеть, что мы хотели бы развивать наши связи, а главное преодолеть преграды, которые мешают нам это делать. In both internal embassy meetings and public statements, he has expressed his desire to increase ties of commerce between Russia and the United States. Все-таки мы желаем видеть друг в друге партнеров и на уровне торговли, и на уровне отношений и социализации, то есть и на уровне общественных отношений. And developing trade and increasing the availability and use of U.S. products in Russia does not happen without the commitment of U.S. equipment manufacturers. Конечно, все это было бы невозможно без влияния американских производителей, крупных производителей. They need to be active in the market. Им приходится быть активными на рынке. And U.S. companies they not only offer their products in the marketplace, but their expertise as well. И тут речь идет не только о том, что предлагается на рынке определенный товар, но также о том, что товар подвергается серьезной экспертизе. Through participation in exhibitions, symposiums, and conferences, recognized experts. Где это проявляется? Эксперты работают на многочисленных выставках, конференциях, симпозиумах, ну и вот в других форматах встреч. And these experts speak on management topics, best practices, and highly technical operations, such as those on the screen. О чем ведут речь американские эксперты? В основном это лучшие практики современные,
practices, best practices, technical operations, highly technical. Технические, высокотехнологические вопросы, обслуживание и так далее. Вот такая экспертная консультационная поддержка. And this expertise can help Russian oil and gas firms operate more efficiently and effectively. Мы считаем, что такая консультационная, серьезная деятельность американских партнеров могла бы внести определенный вклад в повышение эффективности работы сектора нефти и газа России. And when you select your business partners and suppliers, of course it's important to select a supplier that has proven expertise and product quality. Обычно бывает так, что когда ты выбираешь какого-то делового партнера, ты прежде всего смотришь на то, насколько он экспертен, насколько он грамотен в своей области. And it's equally important to select companies that are actively participate in the market. И, разумеется, нужно выбирать, наверное, тех партнеров, которые являются самыми активными на рынке. And U.S. companies are active. This participation includes demonstrations, exhibit booths, sponsorship, and speaking at conferences. И позвольте сказать, что американские компании все-таки считаются активными компаниями, потому что они активно демонстрируют, они активно участвуют, они активно спонсируют многие серьезные мероприятия. And this is just a small demonstration of the U.S.-based companies or companies with U.S. manufacturing that are active in this market. Здесь вот простой слайд, где вы можете видеть множество американских компаний или компаний, которые занимаются, значит, продвижением на рынке. Ну, наверное, известные многие имена. The U.S. Commercial Service works with buyers, end users, and purchasing agents who have noted some advantages of U.S. products. Дело в том, что работа идет по нескольким направлениям. Это американские компании работают с покупателями, с производителями, с торговыми представительствами, с торговыми агентами. And they've explained to us that the proven technology and high performance of U.S. services and equipment provide long-lasting gains for your companies. И такое сотрудничество позволяет иметь долгосрочные контакты, долгосрочное партнерство, эффективной работы в этом секторе. And some of the advantages are listed on the board that have been explained to us. And I ask, каковы преимущества работы с американскими компаниями? Вот они. And I ask any of our company representatives if they have their own personal experiences or company experiences that would demonstrate some of these points that I made on the board. И господин атташе спрашивает, адресует вопрос аудитории. Кто-то из вас сталкивался, возможно, уже с опытом работы, имеет опыт работы или имел опыт работы с американскими компаниями? Это вопрос. I don't want to put anyone on the spot, so I'll Вот там, пожалуйста, вот рука. Да, вот, yeah. He raised the hand. Да, that's. Компания «Нефтегазовые», генеральный директор. It could also contribute to our better relationship with USA. Thank you for your question. Спасибо большое за ваш вопрос. The U.S. government is interested in encouraging U.S. companies to be active in the Russian market in any way possible. Во-первых, нужно понимать, что правительство США чрезвычайно заинтересовано, прежде всего, в тем, чтобы активизировать американские компании на российском рынке. Of course, U.S. companies first need to enter into the market, and that usually begins with exporting their products from the United States into Russia. И обычно происходит так. Ну, надо с чего-то начинать, и начинают обычно с экспорта, да, то есть они вывозят что-то от себя и предлагают здесь. As U.S. companies increase their volume of activity in Russia, we encourage them, if it's in their best interest, their business interest, to invest in the country, to increase their operations here. Чтобы увеличить долю своего присутствия и вообще действий вот таких деловых на территории России, американские компании получают всевозможные преимущества со стороны американской, чтобы здесь работать. Они поддерживаются правительством. We provide them guidance on how to do that.
Мы со своей стороны, как руководство, мы разрабатываем определенную, регламентирующую нормативную базу. And we help them make the contacts with appropriate government officials to fulfill their investment needs and desires. И поэтому мы поощряем любые инвестиции с этой точки зрения. Для этого наша сторона также делает все возможное для облегчения контактов американских бизнесменов с российскими властями. And we definitely have examples of that type of activity that we do. И безусловно, мы уже имеем примеры такой деятельности. I don't want to take up too much time with this answer. You can say that. I don't want to. Мы сожалеем, но мы не можем очень долго говорить, да, по этому вопросу в том числе. But our role at the Commercial Service is really to help small and medium-sized companies enter the market for the first time. Но с первоначала мы провозглашаем, что вот самые небольшие, не самые мажоритарные компании пусть входят на российский рынок и начинают работу. Summary, U.S. companies are very active in the Russian oil and gas market. Итак, в заключение позвольте еще раз сказать, что американские компании очень активны на нефтегазовом рынке России. Their products have a strong reputation. Более того, это компании, которые пользуются заслуженной славой, доброй репутацией деловой. And are used in a variety of industry sectors. И используются в различных промышленных секторах услуги американских компаний. And as I mentioned earlier, just in answering that question, the role of the U.S. Commercial Service is to connect you with U.S. manufacturers. И целью вообще коммерческого представительства США в России это всегда налаживание добрых отношений с российскими партнерами. And as was mentioned, the excellent work of Gulnara Kenjibalatova, and she'll identify herself. Я уже представлял вам госпожу Гульнару как, наверное, контактное лицо, да, в этом вопросе здесь. We can help you find the right partner. И наверняка нам удастся подыскать вам правильных, надежных партнеров. And this can be done in Russia as well as in the United States. We lead trade missions to a number of U.S. Exhibitions and conferences. Ну и скажем так, trade missions, you mean? Missions of buyer missions to conferences. Мы уже на выставках и прочих симпозиумах представляли свое оборудование, торговые машины и так далее. And two of which are mentioned on the screen. The Offshore Technology Conference is coming up at the end of April. И в Америке в апреле 2012 году, в этом году, пройдет большая конференция. And we'd be happy to assist you in coming to that conference, arranging meetings and appointments with U.S. companies. И нас бы чрезвычайно порадовало, если бы вы со своей стороны изыскали возможность участвовать в такой конференции и найти партнеров в США. For purchasing equipment and joint venture opportunities. Речь могла бы идти о закупке оборудования и обсуждении других возможных деловых вопросов. Great. And thank you for your attention. Both Gulnara and I will be available to answer any questions on these trade missions or anything else. Спасибо вам большое за внимание. Гульнара и я со своей стороны, мы всегда открыты для ответа на любые ваши вопросы. Спасибо большое. Спасибо огромное.